Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Таро прогноз, Таро расклад, что готовит судьба. Ключи судьбы в событиях ближайшего будущего. Давайте допустим, что эти ключи сейчас находятся в ваших руках. Как с этим провзаимодействовать? Чем завершится какая-то ситуация? Или какие возможности у вас сейчас присутствуют в вашей жизни? Что вы, может быть, не замечаете или чему-то не придаете значения, а как раз карты вас на это сориентируют. А планетарные транзиты у нас таковы, что мы можем задавать себе основной вопрос, что я выбираю для себя. И здесь не имеется в виду как фундаментация какая-то или зацементировать какой-то вопрос, иными словами, оставаться в каком-то замкнутом пространстве или оставаться в своих предубеждениях. Нет, тут, скорее всего, может касаться подобный вопрос, когда мы выбираем или наводим порядок в каком-то своем творческом хаосе. Так вот, чему стоит уделить внимание? Может быть, и есть и конкретные вопросы, которые у вас не решены. И я специально не ставлю сроков. Ближайшее будущее это у нас где-то может быть как и 2-3 месяца. Но у кого-то вопрос может решиться за пару дней. А есть такие вопросы, которые не решаются очень долго или зависят от инстанций, от каких-то документов. И поэтому это может на месяца даже растянуться. Поэтому тут вы перекладываете на себя. И вот действительно есть какой-то у вас, какая-то пауза. Это вы можете, как вот человек нам показан. У нас сегодня колода, кстати, 78 дверей. Основное значение. Двери открыты или закрытые. Так вот тут сам себе человек поместил вот в этот стеклянный куб. Словно набрал воздуха. Он демонстрирует, он показывает фокусы, а за ним наблюдают. Но вот две ключевые персоны. С одной стороны, это за вами могут наблюдать, мои дорогие козероги. Но тут будет важным никому ничего не демонстрировать, потому что какая-то наша демонстрация или какой-то фокус может, как или предубеждение, назовите это так, вот, да, когда мы находимся в рамках собственных шаблонов, а жизнь-то она другая, и мы этого совсем не видим. Нам и человек показан с закрытыми глазами, и он вообще как отгородился. Поэтому за нами наблюдают, а мы-то уже где-то на грани опасности можем быть. Может быть, и есть какой-то стопор в вашей жизни, мои дорогие козероги. И вы пробовали раз, два, три что-то решить, все никак не идет, не меняется ситуация. И это будет как знак судьбы вам, возможно, туда. И не надо, вполне вероятно. Ну, давайте я достану еще раз. Эта карта выпала, стало быть, есть какая-то уже ситуация застоя. Достанем еще две карты. Я же вас хочу пригласить на свой сайт. Там есть и планетарные гороскопы, и есть и статьи по психологии. Оставлю ссылки в описании под видео. Переходите, читайте, я думаю, но какие-то подсказки для вас будут большими. Итак, это у нас второй знак судьбы в событиях ближайшего будущего. И третий знак судьбы. Вот давайте мы все-таки разберем. Это ведь старший аркан. Тут, знаете, действительно может быть такая судьбоносная ситуация, что для вас что-то было определено. Причем так с точкой. Вы были в чем-то уверены, вот как этот человек, который себя поместил в куб. И вот уже эта пауза затягивается явно. Вам нужно как будто всплывать. Уже мы не можем оставить без внимания какую-то затянувшуюся ситуацию или какой-то застой. И действия это ведь, они именно от вас будут зависеть. Давайте мы узнаем, что же произошло, почему это произошло, с чем это связано, вот как эти события, с какой историей. Вы знаете, вы могли устать. Десятка жезлов, карта усталости. Или когда у нас очень много каких-то обязанностей, вы на себя взвалили, а вы люди сильные, это правда. Может быть, есть и те персоны, да, вот как наблюдают. Справишься, не справишься, утянешь ты эту вязанку из этих 10 жезлов. Может быть, это вы, мои дорогие козероги, себе поставили какое-то табу. Я должен, я должна, обязан или обязана. Вот это должно быть так. А кто сказал, что это должно быть так, а не как-то иначе? А насколько ваших сил еще хватит?
Сколько вы еще готовы тянуть вот эти 10 жезлов, да, с одной стороны карта нам говорит, ты справишься, сил у тебя хватит. Но, а не упадешь ли ты потом буквально от усталости, и у тебя не останется, самое главное, сил для самого себя. Здесь есть что-то, ведь десятка все-таки, что не может продолжаться до бесконечности. Пришло вот это критическое время, как я сказала, всплывать. Или пришло критическое время сбросить какие-то ненужные обязательства или догмы для себя. Почему это произошло? Вы как-то неправильно сделали выбор. Или вот этот выбор вы и сейчас понимаете. Может быть, раньше вы включились в какой-то вопрос, мои дорогие. Или помогли кому-то, а потом как-то дело перешло в хроническую форму, и вот эта помощь, она растянулась на месяца, а может быть и на года. И вы уже понимаете, я-то никакого удовольствия от этого не получаю. Я-то от этого какую-то, как ловушку, или себя вы можете чувствовать как в ловушке, вот кто-то это будет ощущать. Но как с этим разобраться, я не знаю. Или решить какой-то вопрос. С одной стороны, планов громадье. Хочется многого и, может быть, даже сразу. Попробуй выбери. Мы в этом выборе, это как карта прокрастинации, мы застряли. А может быть, был предыдущий выбор, еще так себе. И вот как решить этот вопрос, как разрубить этот Гордиев узел, мы тоже пока не понимаем. Но опять же, нет движения, есть вовлеченность во что-то, именно вовлеченность. Может быть, там и был когда-то ваш интерес. А может быть и люди, которые в вас заинтересованы. Но здесь ни разу не про какую-то искренность и самое главное, про взаимоотдачу, энергообмен. Нет, тут все на вас строится. Почему это произошло? Вот все карты говорят об одном и том же, о том, что вот как перевернулась, наверное, с первого момента карта повешенной старшего аркана, это мы сами себе поставили какие-то рамки, это мы сами себя погрузили в какой-то куб и думаем, мы тянем, да, это так, и нужно, и правильно. А как по-другому? А мы не знаем. С одной стороны и глаза разбегаются, а здесь с другой стороны вам добавляют еще каких-то обязанностей. Тут не просто уже какие-то есть у вас, ну, может быть, как я говорила, предубеждение, что вы должны или должны кому-то и помогать. Но а что остается вам? Вот тут самое время задать себе такой вопрос. А как вы видите свою жизнь? Ну, может быть, через год, а через полгода. От этого оттолкнуться. Или оттолкнуться, чего вы не хотите. Потому что вот эта 7 жезлов, она будет всегда. По ней идут те, которые пытаются разными способами на нас воздействовать, лишь бы мы согласились. А карта говорит, у тебя есть сейчас силы, по крайней мере сейчас у вас есть силы. И самое время отступить полшага назад и подумать, куда вы их собираетесь потратить. А вот эти люди, как 7 жезлов, да, пытаются достать нашу героиню. Они будут всегда. Это не значит, что мы на все должны откликаться. И, к примеру, может быть, даже и у людей какая-то сложная ситуация. А вот подумайте от противного. Ну, если человеку конкретному, и неважно, кто этот человек, ваш родственник, или вообще какой-то друг, посторонний человек, или многозадачность на работе, а может быть, именно конкретному человеку. Судьба, жизнь дает такой жизненный экзамен, который он лично, без помощи, должен преодолеть. А вы ему как сбиваете всю карму, мои дорогие, и в результате страдаете сами. Не берите на себя больше, чем можете унести. Хотя вы-то идеальный вариант для такой ноши, потому что вы сильные люди. Но настало время эту силу применить во благо самому себе. Хорошо, и что же будет дальше? У вас тут карты вам предлагают вдохновиться чем-то. Идти в ту сторону, что вас питает, что вас наполняет. Это карта хорошего настроения, вдохновения. Может быть, и новые отношения. Да, это у нас рыцарь кубков. Это комплименты, это, ну, сама по себе приятная атмосфера, но мы не бежим вперед. Тут самое главное не пытаться, опять же, что-то зацементировать, мои дорогие козероги. Здесь нужно просто быть легким на подъем. Или даже если какие-то мимолетные отношения. Не нужно их перевозить, если мы именно про личную жизнь говорим, все-таки рыцарь кубков. Их не нужно
нужно пытаться сразу утяжеловесить или как застолбить, понимать, или какие-то выстроить обязанности, или выстроить рамки, мои дорогие. Вот не нужно. Ваша планета-управитель любит рамки. Сатурн все-таки тяжеловато так, но не в этом случае. Тут впустите совершенно другие энергии, чтобы видеть больше радости, чтобы быть легким на подъем, может быть, и совершить какие-то путешествия недалекие, без точного маршрута, дав себе расслабиться, впустить каких-то новых людей, поменять окружение, которые, обратите внимание, по семерке жезлов, если это нас пытаются достать, а это ни к чему не обязывающие отношения. Сами переведите в другой формат свою жизнь, чтобы было больше радости. К чему все идет? Мы ведь можем вот так застрять, смотреть на эти 3 кубка и даже жизнь. Вот у вас сейчас очень добрый момент. С одной стороны, добрый момент, потому что есть возможности. Но как только вы свою какую-то политику, тактику изменяете или отношение к жизни, вы как раз и видите вот этот кубок. Но мы ведь можем зависнуть вот в этом кубе с водой. И так на что-то и не решиться. На нас ведь смотрят. Мы же должны продемонстрировать. Это, знаете, это зависимость еще от каких-то собственных постулатов или, может быть, даже по работе. Вы действительно находитесь в каких-то рамках, и даже если вы занимаете руководящую должность или за вами как люди, какой-то коллектив, вы знаете, ведь 10 жезлов нам говорит, давай-ка ты делегируй, раздай-ка ты всем сестрам по серьгам. Вот есть такая старая поговорка. Раздай вот эти 10 жезлов. Кому? Кто должен или призван даже выполнять вот эту конкретную работу? Делегируй, вот больше делегируйте, нежели взваливайте на себя. У нас даже в личной жизни часто так бывает. Даже в отношениях с детьми, пусть даже взрослыми детьми. Нам кажется, да, мы же ведь умудренные опытом, мы сами сделаем быстрее и правильнее. И мы начинаем включаться в какую-то многозадачность. А ребенок, наше чадо, пусть оно и взрослое уже, а все равно должно само как-то научиться быть сильным, правильно расставлять приоритеты, правильно выбирать, в какую сторону собирается идти. То есть все равно вот не берите чужую задачу, которая может быть судьбоносная, потому что страдаете-то вы. Вы как нарушаете, мои дорогие козероги, ход небесных фишек. И именно потому, что вы сильные люди. Удивительно, да? Тут вот по семерке жезлов отступи, отдохни, проанализируй и выбери какое-то другое направление. Вот, новая возможность. Что же будет дальше? Какая-то работа над собой. Вот посмотрите, в этой колоде карт 3 мечей. Это карта выздоровления, это карта прощания с прошлым. Это карта, когда пережитые сильные эмоции, но эта ситуация может быть у кого-то буквально с потерей близкого человека. Я такое допускаю и по разным причинам. Но что бы тут ни произошло, может быть, у кого-то и потеря работы, не поняли вас там на работе. Но жизнь меняется. И те люди, которые нам встречаются на пути, мы не должны, опять же, им ничего демонстрировать. И мы не должны всем, безусловно, нравиться. Мы не портреты в картинной галерее, нравится, не нравится. Мы живые люди. Поэтому освободитесь от каких-то табу, которые вас постоянно помещают вот в эти кубы, когда, может быть, вам что-то пообещали, вам это где-то тешит самолюбие, и где-то есть те люди, которые на вашем самолюбии пытаются сыграть какую-то красивую для себя симфонию или музыку. Это для них, но эта симфония для вас не будет красива, понимаете? Здесь вам нужно сложить какую-то свою реальность, красивый узор, и вот в этой колоде карт 3 мечей, обратите внимание, как будто вот этот недописанный дневник или многократно уже пролистанный не имеет значения. Вот тот, кто был на этой лежанке, уже ушел. Он оставляет, вот как будто даже ушел, я бы сказала, встал и даже не посмотрел, что чернильница опрокинулась, и все это как будто выпачкало белье. Не имеет значения. Вот вообще не имеет значения. И вот эти 3 меча. Это здоровое равнодушие. Вот этот макет сердца, сам человек, словно поочередно 3 воткнул, пронзил и сказал, так вот с этим прошлым точка, все, я ухожу из этой мрачной комнаты, из этого какого-то небытия, из этой темноты и вот этого вечного дождя за окном. Теперь я
буду действовать совершенно по-другому. Вам нужно самого себя полюбить или саму себя. И я ни разу не говорю об эгоизме. Я говорю о том, чтобы ваши ресурсы, вашу энергию, мои дорогие, ваши таланты раскрыть для себя, чтобы быть счастливым. А если даже по личной жизни была какая-то минусовая история, поверьте, нечего уже жить воспоминаниями. Для вас совершенно иной путь. И, кстати, по рыцарю кубков, для кого-то это будет свидетельствовать о том, что, находясь в другом как бы социуме, или расширьте вообще диапазон своего общения, впустите, в принципе, людей новых в свою жизнь, не желая сразу изначально оценить каждого с позиции, может быть, достоверности, да, а просто позвольте им быть. И не бойтесь быть уязвимыми, не бойтесь какой-то конфронтации. Просто понимайте, что жизнь идет своим чередом, и вам нужно выйти вот как из этой мрачной комнаты или перестать смотреть на то, что было уже в прошлом. Второй знак судьбы. Вы знаете, тут можно, кстати, попасть на удочку тех людей, которые сами не знают, куда идут. Я сказала, паж кубков, рыцарь кубков. По этой карте я сказала, не пытайтесь что-то зацементировать, не пытайтесь где-то, мои дорогие козероги, в хорошем смысле. Если вам человек транслирует, к примеру, свои идеи, может быть, они вас завораживают, где-то это перекликается с вашим видением или с вашими правилами какими-то. Здесь могут быть в вашей жизни такие люди, которых, ну, с ними приятно общаться. Но все же у нас паш – это не зрелость, это какой-то инфантилизм. Это те люди, хотя я допускаю, у кого-то и вы можете быть в таких энергиях, бреду сам не знаю куда. Нам показан человек, который идет с лозой, он ищет воду. Кстати, это колода карт относительно современная, новая. И в наше время мы знаем массу способов, чтобы найти воду, и уже бы принял бы и ванну, или под душем бы постоял, да, а вот эту воду можно искать до бесконечности. Смысл этой карты: может да, может нет, а может завтра я переиграю, и люди где-то в этом же ключе. Может быть, я соглашусь, а может быть нет. Они, по сути дела, тратят попусту свою жизнь. И пусть они транслируют какие-то правильные мысли или говорят какие-то важные ценности, но они не готовы действовать как-то конкретно. Они не несут ответственности за свои слова, на них невозможно положиться. Вот примите во внимание, что такие персонажи могут быть в вашей жизни, и вы можете включиться так ненароком опять в какой-то вопрос или в какую-то историю. Вот будьте легки на подъем. Вот я говорила, не цементируйте. Понимаете, да, человек пришел. Может быть, не всем ведь людям суждено быть в нашей жизни или остаться надолго. Кто-то приходит на время, и он вас, может быть, обогащает какой-то идеей. Или пусть это будет короткий период вашего знакомства, каких-то контактов, важную информацию, которую вам человек приносит, или просто хорошее настроение. Может быть, где-то вот эта легкость к жизни, а у вас-то наоборот серьезность одна, мои дорогие. Так вот, тут идет тоже взаимообмен. Вы его учите уму-разуму, может быть, или как нужно жить, и он будет стремиться к вам. Он чувствует в вас стабильность, надежность. Это, ну, может быть, и пытается свои проблемы на вас переложить. И я такое допускаю. Но не замечтаться, вовремя поставить какие-то ограничения и не быть вовлеченным в те вопросы, которые лично вам-то не нужны. И, кстати, эти люди не будут вам благодарны. Они даже не поймут, что же вы для них сделали. Потому что человек ищет воду, да? Когда есть тысячи или миллионы каких-то других способов, он сам бредет не знаю куда. И поэтому, может, получится, может, нет. А нет, ну и ладно. А если получилось, он не умеет это сохранять. Он просто идет. Путешественник такой по жизни. Мы с такими сталкиваемся едва ли не каждый день. Поэтому для вас это все имеет значение. Куда-то не торопитесь в суждениях. Семерка пентаклей. Мне казалось, тут еще одна карта перевернулась, но нет. А, вот она выпала. Я ее не увидела.
Восьмерка жезлов. Вот посмотрите. Здесь какой-то может быть человек или новость о конкретном человеке, который врывается в вашу жизнь и все меняет. Здесь получение информации или какое-то предложение, может быть даже куда-то отправиться или приятно провести время, то тогда надо соглашаться. Вообще по восьмерке жезлов нужно соглашаться на все, но при этом быть внимательным. Как будто нам предстоит только разобраться, для чего была нужна эта информация или для чего был нужен конкретный человек. О конкретном человеке какая-то тайна может стать явной. Я такое тоже могу допустить. Но восьмерка жезлов – это карта, когда вы набираете темп. Поэтому все равно любое общение, оно полезно. Но при этом быть таким мудрым человеком, который не бежит впереди паровоза, но и постоянно анализирует, это мне нужно на короткий период или это есть какая-то более далекая дистанция. И если короткий период, это не значит, что мы говорим нет. Пусть на короткий период вас кто-то вдохновляет. Так вот, с чем это связано? Почему это произошло? А тут были, возможно, какие-то манипуляции. Может быть, это и для вас, кстати, карта-подсказка, что у тебя сейчас очень ресурсный период. Ты должен как-то себя по-другому переоценить. Ведь маг – это великий практик. Это тот, который где-то и материалист. Это перекликается с вашим знаком зодиака. Но вот самое время чем-то вдохновиться. Самое время на что-то откликнуться. Как-то правильно провзаимодействовать. И маг, он, безусловно, мудрый и гибкий. Он надеется сам на себя. Может быть, и вы столкнулись с такими людьми, но и вам в таких энергиях быть совершенно необходимо, потому что вы тогда какие-то манипуляции, кстати, можете распознать быстрее и более точно, почему это произошло. А по рыцарю жезлов вообще, вот посмотрите, приготовьтесь к тому, что то, с чем вы сталкивались, или какой-то типаж людей, вот как я обрисовывала, да, то действительно человек должен пройти какую-то свою стезю самостоятельно, но, может быть, вы будете узнавать какие-то новости о тех людях, которые вы как раз помогали, или пусть это по работе, вы в чем-то участвовали. Вы можете, к примеру, узнать, тот, которому вы помогали, получает должность, он получает какие-то бонусы, а не вы. И для вас пространство словно пытается открыть глаза, чтобы вы были сами магом и были сами магом для себя. Понимали, что люди хитрят, манипулируют. Ну, наверное, в нашей жизни это реальность. Увы, как бы это ни звучало, может быть, не очень красиво, но либо мы учимся взаимодействовать, либо мы сами вот в этом кубе оказываемся. Вот как-то так. К чему же это все идет? И тут, скорее всего, две карты о скорости, как восьмерка жезлов, так и рыцарь жезлов. Карта говорит, будь готов к неожиданностям. Тебе не время сейчас себя как помещать или изолировать. Тебе нужно все подмечать, что люди говорят, что вы слышите, перепроверять информацию, где-то взаимодействовать с тем, что есть, а не то, о чем мы мечтаем. То, о чем мы мечтаем, нам придется шаг за шагом выстраивать. А вот то, что приходит на порог, как-то правильно переоценить, быть готовым, в принципе, к тому, что жизнь для нас может готовить множество каких-то непредсказуемых моментов. Так вот, что же будет дальше? Как это изменит вашу жизнь? Изменит вашу жизнь. Это карта самодостаточного человека. Девятка кубков. И это карта материализма. Здесь, правда, вы вот как будто срочно нужно всплывать, и тогда все ваши ресурсы будут распределены и потрачены. Ваша энергия, ваши силы, ваши таланты. Это будет какое-то очень правильное взаимодействие, когда вы более чем отстаетесь довольны, ведь это качество жизни новое. Это новые возможности. Посмотрите, какие у вас шикарные карты. А мы ведь можем этого ничего не видеть. Это нужно увидеть, понимаете? Мы можем к чему-то ведь, кстати, по пажу кубков, мы можем относиться к вещам достаточно продуктивным и продолжительным, как к чему-то неважному. Вот, кстати. И в этом тоже своеобразный ключ. Мы можем доверять тем, которые ненадежные, а какая-то возможность к вам приходит и выглядит на первый взгляд как какая-то рутина или что-то такое серое, аморфное, непонятное. А этому нужно уделить внимание, потому что для вас это какой-то прорыв. Рассматривайте все. Я уже говорила об этом. Может быть,
как раз вдохновение вам или вот эта легкость на подъем и позволяет отойти от своего шаблона. Какое-то новое начинание может стать очень добрым продолжением, причем на долгий период времени. Так что же будет дальше? И будет перезагрузка, 20-й старший аркан. Избавление от боли, избавление от страданий. И вам по судьбе, мои дорогие, правда? Вот, наверное, вот эти два аркана, все то, что я сказала по повешенному, какой-то и вы урок жизни проходите, ну вот наступает время правильно оценить собственные силы и где-то ваше ближайшее окружение. Или то, что приходит в виде информации. Здесь не будет ничего просто так. Или то, что вы слышите, вам с этим нужно провзаимодействовать или найти дополнительную информацию. Или если человек приходит в вашу жизнь или возвращается, поверьте, пусть это даже на короткий период, но представьте, что он вам нужен зачем-то, а вы ему тоже для чего-то нужны. И пусть эта связь, какие-то контакты не продлятся долго, но своеобразным стартом это может служить и избавлением от боли, от страданий или таких душевных каких-то творческих поисков, мук, может быть, сомнений или от этой прокрастинации, когда сложно сделать выбор. Но карта говорит вам отсюда только вперед. Давайте мы узнаем третий знак судьбы. Вы услышите, правда, новости, наверное, на этом не заканчиваются. Вы приготовьтесь к тому, что вообще вы много будете слышать разных новостей. Или вот как только вы выйдете, словно из замкнутого пространства, вы можете быть где-то шокированы тем, что же на самом деле происходит. Это может сопровождаться поведением людей, это может быть и как информационный поток, даже средства массовой информации. И просто, если прежде бы вы услышали, вы бы не придали значения. А теперь вы как в новых энергиях. Вы это слышите и понимаете, ну ничего себе. Оказывается, вот оно как. И вот что-то подобное нам говорит об этом карта. И это для знак судьбы. Дверь закрыта, но нет как бы преград для нашей героини. Она телепортируется и слышит какую-то новость, правду. Что-то о реальной жизни, как обстоят дела на самом деле. Тут, правда, может быть и сама по себе какая-то новость, правда, может быть и от конкретном человеке. Или решение конкретного человека, кстати. И мы можем сожалеть, что потеряли время. Вот есть такой момент. Давайте мы узнаем, почему это произошло, с чем это связано. Мы долгое время не придавали чему-то значения. Но это я все то, что уже сказала. Или пытались, словно сидя на этом сундучке, сохранить что-то. Из последних сил что-то продолжали. А здесь мы понимаем, а зря, наверное. Что-то не подконтрольно вам, мои дорогие. Сколько ни пытайся что-то застолбить. Ну, наверное, на все воля высших сил. Здесь мы пытались именно что-то застолбить или сохранить. Дьявол выпадает, мои дорогие. Потому что мы считали это правильно. Может быть, для кого-то зависимая ситуация, зависимая по деньгам, зависимая по страсти в отношениях. Нет, не хватило прежде сил разорвать какую-то, может быть, связь, которая, в принципе, умом для вас было понятно, не ведет никуда. Очень сильное физическое притяжение – это как сила привычки с одной стороны, а с другой стороны очень хочется, может быть, до чертиков хочется быть с конкретным человеком. И вы сами себя где-то направили на эту тропу сохранения отношений, хотя явно были какие-то предвестники, что что-то будет меняться. И, видимо, в ближайшее время, правда-то вот точно, вы узнаете. Хорошо, давайте узнаем, а что же будет дальше? Безусловно, из зависимой ситуации нужно выйти, но скорее вам придется, какой-то себе период адаптации, но это не есть уже вот в этом кубе. А здесь мы приводим мысли в порядок, даем и телу отдых. По 4 мечей мы смотрим, сейчас я делаю расклад, это еще июнь, у кого-то может быть сезон отпусков. Может быть, находясь, кстати, в отпуске, вы узнаете какую-то правду и по работе. Вот я уже говорила, будьте внимательны вообще к информационному потоку. Вы не случайно что-то слышите. И даже то, что вам на первый взгляд может показаться малозначительным, тем не менее,
имеет смысл додумать и куда-то не торопиться. Но это не значит, что вы ставите все на паузу. Хотя карта может говорить отношения какие-то в паузе. Или это вас заложниками кто-то держит. И вы вот узнаете правду. И к чему все идет. Вам нужно обдумать, согласны ли вы дальше находиться вот как в этом кубе. У кого-то будут позиции все взаимосвязаны. Так вот, есть смысл быть вот в этой паузе или в каком-то зависимом положении, или время делать выводы и выбор, в конце концов. Здесь вам помогает пространство определиться, но вы должны увидеть эти подсказки. Так что же будет дальше? Вроде бы, вот посмотрите, четверка мечей нам говорит о том, что выводы мы должны сделать, а двойка кубков все же это карта любви, это карта взаимопониманий, взаимоотношений, может быть, у кого-то перевести отношения в новую плоскость, оставить контакт. Пусть эти ваши контакты, они идут в другом ключе. Не пытаться, может быть, и другой вариант вот, решения конкретного вопроса. Когда вы человеку не говорите, нам же показали, что вы случайно что-то услышали. Тогда нужно делать выводы и, может быть, что-то и продолжить. Посмотреть, как человек проиграется, как он откроется перед вами. Может быть, в спокойной обстановке задать вопросы, самые неожиданные, откровенные, не боясь конфронтации. Спокойно, глядя человеку в глаза, чтобы прояснить что-то. Но не пытаться удерживать. Здесь это было бы неверно. Так что же будет дальше? Да, то, что будет разрушено или то, что не может быть продолжено, оно у вас вот как какая-то правда, истина откроется. А то, что как отношения, пусть, да, могут быть и должны быть, иметь какое-то продолжение, то они и будут продолжены. Тут ваше не заберет никто. И пусть это вопрос касается по работе. Может быть и так. Примириться даже с руководителем вы можете. Через откровенные разговоры. А почему нет? Так в нашей жизни тоже бывает, что вы где-то были риски, может быть, и руководитель, потому что если мы про работу и про организацию, к примеру, я пытаюсь разные варианты, с разными подходами, у кого личная жизнь, у кого-то работа, у кого-то, может быть, и бизнес, и отношения с партнером. Так вот, если тут надо все точки над «и» расставить, но это сделать как-то очень красиво и элегантно, не напором, не нажимом, а может быть магом, неожиданно, в какой-то красивой обстановке. Это если касается личной жизни, взять и вынести правду на поверхность. Или, если это касается руководителя, в очень дипломатичном ключе проговорить то, из-за чего был конфликт, или почему вас неправильно человек понял. Ведь так часто бывает, когда мы проговорим без опломба, без нажима, а просто идем где-то сами на мировую. И мы еще не знаем, какие мы выводы сделаем. Мы просто такой элемент дипломатии навстречу проявляем, но тогда и у вас какая-то стопорная ситуация окончательно проясняется. Здесь ведь вы можете даже остаться друзьями, сумев проговорить что-то на чистоту в любой сфере жизни. И вот, наверное, по этому аркану это трансформация. То есть какие-то есть отношения. Либо они должны быть окончательно завершены, либо они могут быть по судьбе продолжены. Нет однозначного решения. Мы все разные. Но в этом вам помогает, наверное, как высший пилотаж дипломатии. Примените ваши силы, ваши полезные добрые качества во благо самим себе. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.